Привет, с вами Михалыч, а в этом видео я подробно расскажу и покажу, как ровно, а что самое главное быстро, выставить маяки на стену под штукатурку. Озвучивал видео я сразу при работе, поэтому звук может быть немножко тише, чем вы слышите сейчас. Поэтому смотрите и слушайте внимательно, приятного вам просмотра. Карандашами запасайтесь, карандашов потребуется очень много. Начнем сразу со стены с окнами. Так как здесь окно, здесь не получится поставить, нельзя ставить по центру маяк. Маяки должны идти с одной стороны и с другой стороны окна, потому что здесь маяк будет гулять. Значит, от стенки для удобства работы и выставления маяков отступаем 15 сантиметров, самое оптимальное расстояние. Ставим черточку. Здесь также от откоса я отступаю 15 сантиметров, потому что правила не хватает, чтобы захватить эти два маяка. Для чего в углу отступать 15 сантиметров от стены? Здесь, здесь. В моем случае это H-образная правило. Ширина его составляет 11,5 сантиметров. Обычные они 10 сантиметровые. Это нужно для того, чтобы когда мы будем штукатурить стену, чтобы правило полностью заходило к той стене, когда мы штукатурим первую стенку. Видите, спокойно заходит и не черкает. То же самое и с этой стеной, видите, мы спокойно можем стягивать до самого верха, ничего нам не мешает. Если бы было бы меньше 10, то мы бы упирались в этот маяк и не доштукатуривали бы часть стены. Потом бы у нас угол был кривой, а так угол будет идеальный. Сначала мы проштукатуриваем глубоко, а здесь мы уже подходим к стене, которая наштукатурена, и ровно протягиваем. И также хватает, чтобы попасть на этот маяк и затем на этот маяк при штукатурке. Ставим метку и также здесь от угла тоже 15 сантиметров. Теперь разметка. Берем уровень такой длины, чтобы хватало до потолков. У меня он 3-метровый. Выставляю по метке. Также выставляю по уровню. Вверху смотрю, чтобы здесь был уровень, а здесь также совпадало с меткой. И теперь при помощи карандаша очерчиваю линию. То же самое проделываем с этой меткой. Как размечать сплошные стены. Отталкиваемся от размера правила. У меня 2 метра. И от каждой стороны мы отнимаем по 10 сантиметров, как минимум. Итого получаем 1,80 м. Первую отметку ставим на 15 сантиметров, как я и говорил. А затем мы берем и по рулетке меряем 1,80 м. Чтобы как раз подставить правило, чтобы он становился на один маяк и на второй, и можно было двигать туда-сюда, поднимая штукатурку вверх. Если же у вас правило метровое, также точно отмеряем 20 сантиметров, значит по 80 сантиметров делаем промежутки между маяками. Если 1,5 метровое, то 1,30 м между маяками. Затем берем длинный уровень, либо правило, здесь уже без разницы, у меня это универсальное, видите, я им и очерчиваю линии, и сейчас буду по нему выставлять маяки. Приблизительно можете полметра от верха, отступаете и делаете отметку вот от самого края, обратите внимание,
4 сантиметра. Вот видите? Ставите 2 точки, между ними проводите линию. Здесь я себе указал направление, какой стороной нужно представлять. Вот этой стороной мы представляем по маяку, эта сторона у нас не работает. То же самое делаем и здесь внизу. Только отмечаем точно. От этого будет зависеть, как точно мы выставим маяки. Здесь я поставил точки немного криво, и поэтому переставил в другом месте. Теперь смотрите, со второй стороны провели, мы делаем то же самое, только уже отмечаем с другой стороны и также ставим здесь отметинки. Вот, посмотрите, 4 сантиметра. Так же самое и здесь. Вот, чтобы все было четко. Теперь ставить я буду на эту стену, значит, мне нужно поставить одну отметку здесь, вторую отметку на вот этой стене. А также я вычислил данные отметки. Взял рулетку. Здесь у нас уже отметка есть 4 сантиметра. Взял наш маяк. Я взял сантиметровый. Вы будете отталкиваться от своих размеров. Приложил по линии, по которой он будет у меня идти. Затем взял правило. Таким образом, я теперь понимаю плоскость. Взял рулетку, приставил к стене и увидел, что здесь у меня до этой отметки приблизительно 5,6, 5,7 сантиметра. А по нижней отметке я смотрю, что у меня здесь 5,2. Вот перепад на стене приблизительно у меня 5 миллиметров от верху до низу. На этой стенке я делаю отметку на расстоянии 6 сантиметров. Видите, вот 6 сантиметров отметочка у меня. Теперь то же самое делаем и с этой стороны. Таким образом у нас диагонали не разойдутся, а стены будут идеально ровные. Теперь я беру лазерный уровень, запускаю его. Нам нужны вот эти линии, которые по бокам. Пододвигаю поближе к стенке. И теперь мне нужно совпасть с этой меткой и с этой меткой. Сделать это достаточно просто. Сначала пододвигаем на любую метку, на левую либо на правую. Я выбираю сначала правую. Вот, я совпал с правой меткой. У меня четко лазер проходит по правой метке. Смотрю на левую. До левой мне не хватает около 3 мм. Соответственно, мне не нужно его крутить на одном месте. Мне нужно его подвинуть на 3 мм вперед. Я пододвигаю на 3 мм. Здесь совпадает. И также здесь у меня уже совпадает. Вот видите, здесь лазер на метке. И также подходим, и здесь также лазер на метке. Чтобы мне поставить 3 маяка, где-то нужно около 2 литров. Лучше всего вымерять на глаз. Ставлю я на стартовую шпаклевку. Это намного лучше, чем на алебастер. Работать с ним можно дольше. Главное, друзья, быть в носках. Это писк моды. Тапки и носки. Также это защищает ноги от пересыхания, от растворов и от растрескивания кожи. Всегда моем, чтобы оставался чистой от шпаклевки. И посмотрите, какая должна быть консистенция. Видите, шпаклевка отлично держит форму. При набирании на шпатель она при этом остается такой же эластичной. Видите,
нормально вымешана, но она держит форму. Это лучшая консистенция. Ну и теперь для наглядности показываю, как все работает. Лазер запущен. Теперь четко по линии наношу ляпухи на расстоянии приблизительно 30 сантиметров друг от друга. И хорошенько притираю их к стене. Подготавливаю платформу под наши будущие ляпухи. Теперь ставлю наши ляпухи. Так как я знаю, что у меня стена практически впритык, я ставлю не толще 3 сантиметров, чтобы не было перерасхода шпаклевки, чтобы она не падала. Берем маяк. Я его поднимаю от пола на 6 сантиметров, потому что у меня будет потом стелиться пенопласт. Это у меня только черновая стяжка. И утапливаю на пару сантиметров маяк в наш раствор. Нужно делать сверху донизу, чтобы он потом при прикладывании правила не прогнулся, не провернулся. Теперь беру правило и выставляю четко по центру вот этих двух отметок. Я его ставлю себе на ногу, так его легче прихватить. Попадаем, смотрим, чтобы он везде лег на плоскость, как внизу, так и вверху. Иначе, если где-то спадет, вы выставите криво. И теперь движениями вверх-вниз, вверх-вниз. Смотрим на нижнюю отметку, на верхнюю отметку. Двигаем равномерно, чтобы не заглубить где-то выше, где-то ниже. Вот, собственно, и все. Маяк зафиксирован, он уже держится крепко и никуда не отвалится. Теперь нужно его притереть. И снова теперь приставляем к нашему маяку и смотрим, ушел ли он, либо не ушел. Вот, собственно, и все. Поближе хочу продемонстрировать, когда мы ляпуху заглаживаем, мы заглаживаем под небольшими углами, только не очень сильно, чтобы было тело удерживать вот этот металл. Если сдереть под очень большим углом, вот так вот, здесь нечем будет держать, оно легко отломается. Должен быть хотя бы слой 3-4 мм. Ровно делать тоже нельзя, потому что можно сделать бугор, и потом правилом мы нормально не пройдем. После того, как все просохло, можно просто шпателем пройтись, позбивать. Либо же быстрее дело происходит, когда мы сбиваем этим же правилом. Просто берем и себе почищаем. Как можем видеть, мне ничего не мешает, потому что нормальное расхождение в одну и во вторую сторону. И он достаточно плотно держится. Видите? Проверка того, что маяки наши стоят в плоскости. Так-то они стоят идеально ровно. Теперь проверяем плоскость. 3-метровый длинный уровень. И прикладываю между троих маяков. Не должно быть постукивания. Вот, я подставил. Теперь проверяем. Давим на левую и на правую сторону. По всем маякам трет. Не стучит. Все идеально в плоскости.
Если у вас также не стучит, то значит вы все сделали правильно. Ну а видео о том, как штукатурить цементными и гипсовыми смесями по маякам вручную, либо же при помощи хоппер-ковша, я покажу вам в следующих видео. А также, кому будет интересно, могу поподробнее рассказать про сам хоппер-ковш. Поэтому обязательно напишите свое мнение в комментариях и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить выход этих видео. На этом же у меня все. До встречи в новых видео. Пока!